Привет, друзья! С вами снова Павел Чар. Знаете, где я пропадал? Меня обманул этот шкаф. Он, гад, связан с Dragon Quest. На его полках выложены все тексты, всех диалогов, которые есть в игре. Конечно, мне стало интересно. Не вините меня. Еще до того, как я наткнулся на эту злосчастную фотографию, я постепенно решил пройти всю серию. И как раз подбирался к 7-й части. Это ведь серия «Долгожитель» с богатой историей. Тогда я как назло вспомнил, что в 2000 году Dragon Warrior 7 была самой продаваемой игрой на первую Соньку. Число официальных продаж приближалось к 4 миллионам копий. Над переводом трудилось сотни человек. Игра была первой в серии с трехмерным окружением. Наверное, достойный наследник серии, подумал я, начиная играть на PlayStation 1. Поначалу все шло как нужно. Тайный храм, поиски приключений, путешествия во времени. Даже в отсутствии врагов за первым углом был некий шарм. В обычных ТРПГ, только выйди из города, сразу какие-нибудь боевые улитки нападут. Сразу случайное сражение. А здесь на протяжении нескольких часов тишь да гладь. Это интриговало, манило. Я уже завершил первый из 2 дисков, когда увидел новость о переиздании на 3DS. Были смутные шансы, что ее переведут на английский. А внешне мне все в рекламе понравилось. Я отложил геймпад в сторону и переключился на другие дела, решив выжидать. Казалось бы, предупреждение судьбы, но я его пропустил. На 3DS игра получила обновленный перевод, музыку. Я бежал по знакомым местам, ожидая, когда же я дойду до того места, на котором перестал играть. Начал и этот ролик делать, записал футажи. Оставалось только закадровый текст добавить, и вышла бы хвалебная ода игре. К счастью, я решил не изменять своему правилу и прошел игру до конца. И мнение мое кардинально изменилось. Те дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был мальчиш. Дам послушать небольшой отрывок оригинальной мелодии в ознакомительных целях. Автор игровой музыки Сугияма, дирижер с классическим образованием. Он же постоянный член Совета Японского общества борьбы за права авторов и композиторов. Понимаете, почему пришлось искать стороннюю музыку? Музыка выходила также на отдельном сборнике. На бумаге-то задумка неплохая. Нет эпических битв, нет принцесс для спасения. Переживать не стоит. Я расскажу только про самые первые 5 часов игры, а после продолжу причитать. Наше приключение начинается на маленьком острове. Это единственный остров в мире. Вот и день улова. Самое захватывающее событие года в заливе. Однако наш герой умудрился проспать. К счастью, мать все же смогла добудиться и дает важное поручение – пойти на пристань и отнести отцу бутерброд. Отец дает новое важное задание – картошку на камбузе почистить. Ага, видим плутовку Марибель, которая прячется за бочками. Ловким движением руки или ноги мы эти бочки опрокидываем. Ибо нефиг прятаться. Кок спешит на шум. Женщина на корабле к беде. И ее выгоняют. Марибель в ярости уходит прочь, пригрозив разболтать обо всех секретах, как только она их узнает. Корабль отправляется в плавание. Чар бредет к дому и натыкается на солдата из замка. Кажется, король хочет поговорить о чем-то. Солдат просит немедленно покинуть деревню и отправиться на север, в замок. Марибель увяжется с нами, но ненадолго. Уйдет в городе по своим делам. В замке нас встречает принц Кифер. Кажется, он нашел таинственную книгу где-то в архивах замка. Она гласит, что есть храм на юго-востоке. Кифер просит тянуть время и, убедившись, что стража не следит за ним, выбегает из замка. У Чара тем временем головомойка от короля Дональда.
Король в ярости и пытается выследить Кифера. Принц убежал с драгоценным кольцом, принадлежавшим покойной королеве. Король Дональд просит Ча сказать Киферу, что он, король, достаточно стар, и лучше отпрыску задуматься о престоле и долге, образумиться. Храм пробуждения расположен в запретном месте. Но разве это помешает? Ничего не разобрав в книге, так как написана она на другом языке, друзья лишь строят предположения, разглядывая иллюстрации, на которых изображено солнце. Вот загвоздка. Если книгу не расшифровать, то тайна так и останется тайной. К счастью, они вовремя вспоминают про отшельника, живущего на утесе. Кифер просит отнести книгу старику. Когда чистое сердце и твердая решимость явлены, предначертанное найдет тебя, избранный. Так гласит надпись на древнем языке. Кифер соглашается вернуться в замок, лишь бы бедолаг со службы не прогнали. Чар отправляется домой. Посреди ночи Чар слышит голос друга. Самое время вернуться в разрушенный храм. Важная эта задача – доказать статуе, что у тебя чистое сердце, и ты полон решимости. Конечно же, все удается, и статуя посылает луч света прямо к дверям храма. Волшебная печать разрушена. Предстоит беготня за древними сокровищами, которые надо поднести статуям, потому что внутри есть еще дверь. Внезапно, да? Как только все готово, яркий свет заливает все вокруг, и, конечно же, дверь открывается. Крылатое существо радо, что зал собраний разблокирован, и советует собирать осколки, как те, что валялись в храме. Их надо расположить на постаменте, как мозаику собрать. Похоже, не хватает одного осколка. Наши герои выходят на воздух, и блик утреннего солнца ненавязчиво подсказывает, что они слишком задержались. Чар возвращается домой, отец уже вернулся с небывалым уловом, и знаете что? В сетях был как раз нужный осколок. А помня о любви сына к таким вещам, рыбак его сохранил. И вновь знакомый храм, на радостях не заметив Марибель. И эта хитрюга явно знает, как добиться своего. Обещает выдать всех с потрохами, если ее не возьмут с собой. И вот пришло время для 3 отважных молодых приключенцев выяснить, что лежит за пределами храма. Наши герои поместили осколки на пьедестале, тот засветился, и они оказались в странном, незнакомом лесу. После перепалки Марибель уходит, и почти тут же раздаются ее вопли. Какие-то невиданные существа напали на нее. Но, действуя сообща, друзья расправляются с врагами. Вскоре мы встретим молодую женщину в уединении, молящуюся возле надгробия. Ее зовут Мэйв, и она хочет украсить могилу хотя бы бурьяном, потому что поблизости нет цветов. У запасливой Марибель семена есть, и она отдает их. Взамен Мэйв показывает друзьям выход из леса и сопровождает их в соседнюю деревню. В деревне почти все здания разрушены, и словно этого недостаточно, Мэйв таинственно исчезает. После скитаний по разоренной деревне друзья заходят в уединенное жилище. Внутри они встречают юношу по имени Патрик. Похоже, что отец Патрика был тяжело ранен, защищая деревню от монстров, и лишь зеленый камень из шахт к юго-востоку поможет ему выздороветь. В шахте вновь сталкиваемся с Мэйв. Она говорит, что занята и не может ничем помочь. Забыл упомянуть, что, как и во многих других играх в Японии, это обросла сопутствующими материалами для фанатов. Например, существует хорошо нарисованная манга. И почему мне за рекламу не платят? Глубоко в шахтах наши герои находят зеленый камень. К сожалению, он слишком большой. Но своевременно появляется Мэйв. Патрик рад получить зеленый камень и кладет его аккуратно рядом с отцом. Затем он рассказывает, что уже встречался с Мэйв. И именно она спасла отца от монстров в башне. В знак благодарности паренек заплатит за ночь в таверне. А ночью все увидят один и тот же сон про Мэйв в детстве.
В общем, главой монстров, которые похищали местных женщин, оказывается Мэйв. Итак, если вы еще не уснули, то теперь представляете всю суть последующей игры. Все сводится к тому, что надо выбрать регион, отправиться в прошлое, спасти людей, вернуться в настоящее и посетить новые острова. Вам придется везде искать осколки. Вы начнете выколачивать их из боссов, зарабатывать в казино, обшарите каждый угол, трещину, покопайтесь во всех помойках, разобьете несколько сотен бочек и горшков. И начнете один за другим восстанавливать затерянные миры. Часть из них прописана очень хорошо, особенно в самом начале игры. Но ближе к концу появляются ерундовые земли, которые не имеют ничего общего с сюжетной линией. Знаете, как надоедает по нескольку раз мотаться в одни и те же места и разговаривать со всеми жителями? И концовка не стоит всех усилий и беготни. Хотя ближе к завершению игра старается быть логичнее и интереснее. Получилась не самая плохая РПГ, но ожидания она разрушит. Она настолько закоренела в приверженности к традициям, что тащит из части в часть многое устаревшее и неудобное. Например, меню в игре практически не изменилось с первых частей на NES. Да, осталась любимая всеми нехватка места для вещей, ручная сортировка. Передаете меч от одного героя к другому, убедитесь, что есть место, а затем напомните, что меч-то надо в руки взять, а не таскать в мешке. Традиции — это прекрасно, но не стоит путать с традициями ограничения железа. Или вот еще то, от чего все отвыкли. Долго нельзя игру сохранить. Порой по сюжету требуется бегать 1,5-2 часа без сохранения. А сохраняется игра только в определенных местах. Большинство времени вы потратите на бои, и очень быстро они наскучат. Боевая система проще некуда. Раздаем команды, а каждый из соратников выполняет действия. Порядок действий зависит лишь от скорости персонажей. И все. Хорошо, хоть автобой есть для союзников. Удивительно. Но скрипты, управляющие автобоем, написано толково. А в большинстве случаев автобой выгоднее. Он быстрее человека. В общем, не буду рассказывать обо всех недостатках. Они бледнеют по сравнению с главным изъяном. В игре скучнейший сюжет. Можно собрать все медали, пройти дополнительные подземелья, можно приучить врагов, можно создать свой город. Только зачем это все? Это ведь будет оправдание потраченного в самом начале времени. Не забрасывать же все на полпути. Лучше уж замастерить игру разок и забыть про нее, как про страшный сон. Кому захочется повторно потратить еще 140 часов на скучную игру? Кстати, попутно я написал прохождение, так что вы-то уж точно не заплутаете. Вдвойне обидно, ведь японцы издавна, задолго до европейцев, придумали интересные истории про время. Например, существует легенда про Урасиму Таро. Она считается одним из самых ранних примеров истории о путешествии во времени. Вот и у меня ощущение, что я спас не ту черепаху. Придется рассказывать вам эту сказку, чтобы поняли. В давние времена жил рыбак Урасима. Шел он вдоль берега и увидел, как ребята мучили черепаху. «Оставьте черепаху, я заплачу!» И дал им несколько мелких монет. «Другое дело, плыви-ка, черепаха, домой», — сказал Урасима и отпустил ее в море. На другой день отправился Урасима рыбу ловить и слышит: «Ты спас меня, плывем во дворец морского бога». Забрался Урасима на спину черепахи, и пустились они в путь. А вот и дворец. «Располагайся как дома и отдыхай», — сказала Атахима, дочь морского бога. Появились еда и напитки, а потом начались веселые пляски, и пошел пир горой. Как волшебный сон, незаметно текло время. Но опомнился Урасима, засобирался домой. «Отпусти меня к родным», — говорит. «Нет, так просто не отпущу. Возьми в подарок шкатулку, но никогда не открывай ее. Не то быть беде». Вернулся Урасима, а родных нет. Люди сказали, что он 700 лет назад пропал. Открыл он с горя шкатулку, пронеслась перед ним вереница лет. Превратился он в старца и умер. Такая сказка. Правильно писал Маршак.
Мы знаем, время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его. Надеюсь, на вашем пути не попадутся такие черепахи, а содержимое книжных шкафов всегда будет радовать. Поддержите меня, поделитесь видео с друзьями. Дополнительная информация в описании. До следующих выпусков. Пока!